Что фотографии, друзья, это не про разрешение, про подводный арт. Выдержка фотографа — это самое главное, что вам требуется. Друзья, переходами пользуйтесь. Такое покосилось, совсем покосилось. Обычными, да? А подземными пользуйтесь. А подводными, глубокими, 300 метров длиной пользовались? Сегодня видео про это. История одной фотографии, друзья. Болтается что-то, друзья. F-стоп болтается. Цвет видите какой? А здесь... К чему я это говорю, друзья? Этот цвет имеет отношение к мобильной фотографии. Но в этот раз история этой фотографии связана не с мобильным телефоном, а с той камерой, которую я сейчас снимаю. Именно эта камера впервые позволила получить Explore с такого компактного устройства с большим углом угла зрения. Большим углом угла зрения 120 градусов, друзья. И сегодня утром она зашла, эта фотография, в Explore. Давайте я расскажу вам, что это было за путешествие и как мне удалось это сделать. Написано мастер. А чем мастер отличается от профессионала и от любителя? Прям как на траволаторе. Только вместо тележек люди едут. Друзья, в Питере есть место, которое отличается тем, что там есть единственный траволатор в городе. И этот траволатор очень длинный, 300 метров, друзья. Но самое интересное не в этом. Самое интересное то, что он соединяет два острова. Это Петроградский остров, бывший Березовый, и Васильевский остров. Находится это метро Спортивное. Длиной этот траволатор разведен на две части, 300 метров, друзья. Он огромных размеров. Поэтому я отправляюсь в мой поход. Здесь находится самый длинный траволатор в Питере. И здесь я делал всякий арт. И сегодня мы с вами попробуем сделать его фавион и на камеру мобильную. Который, кто смотрел мои видео, предыдущее видео, где мы с Фавионычем снимали урбан, все остальное, все стили в режиме ТВ, в режим приоритет выдержки. В камере Sigma Favion этот режим называется S. Вот такие способы есть режимы. Я снимал Speed, то есть от скорости. В данном случае скорость — это скорость реакции. И можно сказать, что некоторая выдержка, да, которая мне позволила это сделать, эту работу, она присутствовала во мне. В чем же сложность, друзья? А сложность в том, что люди постоянно там двигаются, их немало. Во-вторых, у меня есть было ограничение по времени. Траволатор всего 300 метров общая длина. Но вторая часть, она более компактная, ну, как бы она более скучная. Поэтому у меня было где-то примерно 2 минуты на то, чтобы сделать кадр и на Sigma Favion, и на камеру, которую я держу с вами в руках. Я подловил там интересный момент с молодыми людьми. На 1 секунде выдержка, 2 фотографии. Но заинтересовал меня также широкий угол. Я попробовал это сделать на ходу, попасть в золотые сечения, вот эти свернутые овалы, которые я люблю, которые увеличивают глубину пространства. Плюс я работал с цветом. Я работал по каналам цвета. И в данном случае было изменено. Что? Изменено было, убран цвет красный. Красный цвет вообще был ликвидирован. Потому что на дальнем фоне человек, который двигался на встречном траволаторе, он был в шортах ярко-красного цвета. Плюс я успел сделать две фотографии. Но эти фотографии, они отличались ракурсами. И почему я выбрал именно эту фотографию? Потому что там было меньше ограничений. Плюс дополнительно я убрал человека, который ехал, да, и, соответственно, изменил цветопередачу. Но я не сделал просто черно-белый вариант, как обычно это всегда происходит, а сделал гораздо более сложную палитру. Я использовал вот этот цвет, который вам показывал только что, который немножко отличается в светлую часть. И второй цвет — этот металл, но он при этом освещении обладает таким, знаете, цвет этот, у меня был телефон когда-то, назывался рутениум. Такой цвет, точно. Это такой цвет, который сложно передать,
но Foveon его может сделать. Я оставил этот цвет. Остальные цвета я компенсировал. Более того, о, какой цвет. Такой? Нет. Такой? Желтый. Был там желтый цвет? Кстати, когда вы переходите с света в тень, в данном случае в магазин, то получается некий эффект винитирования. Это затемнение по краям, и оно концентрирует внимание к центру кадра, который у меня основной объект. Первоначальное название, кстати, этого фотографии было мимикрия. Мимикри. Плюс я использовал не только винитирование, но и размытие, фокусировка с концентрацией также на этом объекте. Это сложный прием, но он дает совершенно другие результаты. Дукати. Прикольная штука. Называется эко-мешок. Так. 73. Вот. И это все. Готово. 300 рублей ровно. 300 метров. Как говорится, мелочи точка. Кстати, ссылку на Flickr я оставлю, друзья. И на данный момент, когда я выходил в магазин, в районе 4000 просмотров было. Ну, надеюсь, что вы тоже заглянете и посмотрите в оригинальном качестве, как это выглядит. Потому что YouTube, конечно, обрезает качество. Ну, а тот день, который у меня закончился рыбой, друзья, вчера вечером у меня еще было... Я сделал сам суши. Суши из той рыбы, которая из воды. Так что сегодня про воду, друзья. Как же хорошо, друзья, когда ветерок набегает свежий. У нас такая жара. Но вот сейчас из-за того, что в дымке и ветер, хоть ходить можно. О, скоро, похоже, липа будет цвести. Они где зеленые шишки. Подумайте об этом, друзья, по поводу разрешения и фотографий как таковой. Что это вообще такое? И насколько видение и ракурсы имеют ключевое значение. Розы. К чему я все говорю, друзья? Камера с разрешением 5 миллионов 5 мегапикселей всего, да. Более того, кадр практически весь размытый. Целая часть, несмотря на то, что он весь резкий по всему кадру, но я его сделал искусственно размытым. И целая часть, это где-то одна, наверное, сотая кадра всего. Собственно говоря, это куртка вот этой женщины, которая впереди меня. Все остальное размыто. Это говорит про то, что фотографии, друзья, это не про разрешение. Итак, друзья, что мы имеем? Мы имеем 33-ю позицию в Explorer с фотографией, которая не резкая, которая сделана в двух цветах, которая снята мобильной камерой, которая предназначена для видео, и снята в необычном сложном моменте, быстром моменте, с движущимися объектами. Поэтому, друзья, выдержка фотографа — это самое главное, что вам требуется. Об этом все мои видео, об этом все мои обучающие касаются и пейзажной фотографии, и стрит-фотографии. Поэтому смотрите, подписывайтесь, еще много впереди будет интересного. Всем спасибо, пока, друзья. Переходим на ту сторону, по которой